в Санкт-Петербурге, когда вот резко активизировались в Европе и в США разговоры о том, что Киеву может быть дано разрешение на нанесение дальнобойных ударов вглубь территории России, вы дали понять, что это будет означать, что НАТО прямо воюет с Россией. На ваш взгляд, услышали они эти ваши слова, ваши сигналы? Они мне об этом ничего не сообщали. Но, надеюсь, услышали. Потому что, конечно, мы должны будем для себя тоже принимать какие-то решения. Дело ведь не в том, что разрешат или не разрешат кому-то применить это оружие против России. Я уже говорил об этом и в своем самом первом заявлении, когда это было в Петербурге. Украинские войска не могут применять это оружие самостоятельно. Это могут делать только специалисты стран НАТО, потому что нужна для этого космическая разведка, которой у Украины, естественно, нет, мы это понимаем. Нужны специалисты, которые будут на основе данных этой разведки вводить полетные задания и целый ряд других манипуляций совершать. Это самостоятельно украинская армия делать не в состоянии, не может. Поэтому и то, что сейчас происходит, это делается все руками натовских офицеров. Вопрос только в том, разрешат они сами себе наносить удары вглубь российской территории или нет. Вот в этом вопрос. Ну и, естественно, мы должны будем на это соответствующим образом реагировать. Как реагировать, когда, где конкретно, ну, об этом пока рановато говорить. Но, разумеется, наше военное ведомство над этим думает и будет предлагать различные варианты ответов.